天门阁，冰帝，把少主害成那样，还好意思来看他？你们缘分已尽，您要怎样惩罚，我都绝无怨言。他是否还记得我？我一定会找到他。 После постройки пагоды духов Хуейхао попрощался со звериным богом Етянем и приготовился отправиться в клан Чистого Неба на поиски Ван Дунер. Однако Хуейхао не забыл о Танья и Масяотао, поэтому он взял Бэйбэя с собой к источнику льда и пламени Инь-Янь в закатном лесу, чтобы найти способ спасти Танья и Масяотао. Ему нужны волшебные травы, ведь Хуейхао нашел способ спасти Масяотао и Танья, ставших злыми мастерами. А вначале поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. Очень нужна ваша поддержка, так как просмотры на канале в последнее время очень упали. Хуейхао успешно добыл экстракт плода чудесного огненного абрикоса, который может помочь Масяотао завершить финальную эволюцию ее боевого духа, злого огненного феникса. Он способен очистить его от примесей и зла в предельном огне. Также он получил пыльцу от божественного цветка и узнал местонахождение императрицы сине-серебряных трав. Если найти ее и использовать пыльцу, Танья сможет восстановиться. После этого Хуейхао сразу же направился прямо в клан Чистого Неба на поиски Ван Дунер. Однако, поскольку она находится в коме, в клане ему были не рады и встретили враждебно, полагая, что именно он виновен в ее состоянии, и потому не хотели пускать его на гору. Ученики секты один за другим, используя боевой дух Молота Небес, преграждали путь Хуейхао. Но он пришел лишь для того, чтобы увидеть Ван Дунер и узнать, очнулась ли она. Когда же его окружили со всех сторон, даже если он и был виноват, терпеть это он больше не стал. Все, что его волновало, это Ван Дунер. Поэтому он с решимостью вступил в бой и в одиночку пошел на штурм клана Чистого Неба. Раз уж ему не позволили увидеть ее, он пробьется силой. Как видно из трейлера, ученики секты в основном не были достойными соперниками для Хуейхао. Далее появился могучий глава Тайтань, который встал на его пути и тоже не позволил ему увидеть Ван Дунер. Но Хуейхао был непреклонен. Даже если его ждало наказание, он все равно должен был увидеть любимую. Видя такую решимость, мастер Тайтань разозлился. 无论他是否还记得我，我一定会找到他。只有修为凌驾于地天之上，才能破除这。 Ведь ранее Хуейхао поклялся защищать Ван Дунер, а в итоге она едва не погибла. В ответ он выдвинул условия. Если Хуейхао сможет победить его, он позволит ему встретиться с ней. Хотя их уровни различались значительно, Хуейхао ради Дунер сражался изо всех сил, раскрывая все свои козыри. Началась жестокая битва на глазах у всех. Бой получился по-настоящему зрелищным. Хуейхао задействовал силу души восьмиугольной ледяной травы, а также душу Снежной Императрицы. Он объединил три абсолютные техники Снежной Императрицы и три абсолютные техники Хаодун, чтобы создать свою сильнейшую атаку, и нанес ею полный удар по Эрмину. Этот прием был настолько мощным, что чуть не нанес ему серьезную травму, едва не опозорил главу клана на глазах у всех. Эрмин действительно был сильнее, все-таки это предельно титулованный, и его сила в разы превышала уровень Хуейхао. Но поскольку это было испытание, глава Тайтань сражался всего лишь на 30% своей силы. Хуейхао об этом не знал и атаковал изо всех сил, тогда как Эрмин немного недооценил его. Если бы удар действительно попал в цель, Эрмин мог бы серьезно пострадать. К счастью, Нютянь, он же Дамин, все это видел со стороны, вовремя понял, в чем дело, принял свою истинную форму буйвола питона и мощным ударом прервал бой, нейтрализовав атаки обоих. Благодаря этому никто не пострадал. Стоит отметить, что этим вопросом фактически манипулировал Тансан за кулисами. Целью Тансана было проверить чувства Хуейхао к Ван Дунер, поэтому он попросил Дамина и Эрмина усложнить Хуейхао задачу. На самом деле целью было просто проверить своего зятя. Хуейхао узнал важную новость. Ван Дунер пришла в себя. Однако тут возникает серьезная проблема. Хотя главная героиня Ван Дунер уже очнулась, из фразы «теперь она восстановила свое прежнее имя»
становится ясно, что она снова стала Тану Тун. Согласно сюжету оригинального романа, имя Ван Дунер было лишь прикрытием. Тану Тун когда-то потеряла память, точнее она была запечатана, и потому жила под другим именем. Теперь же, когда ее воспоминания вернулись, она, естественно, вернулась и к своему настоящему имени и личности. А это значит, что Ван Дунер как личность больше не существует. Теперь она снова Тану Тун. Но в этом и кроется серьезная проблема. Вместе с восстановлением памяти Тану Тун полностью забыла все, что происходило с ней, пока она была Ван Дунер. Особенно страшно то, что она полностью утратила воспоминания о Хуи Хао, словно их никогда и не было. Когда Хуи Хао знал об этом, он был глубоко потрясен и долго переживал. Но в итоге он принял решение начать все сначала. Он вновь влюбился в Тану Тун, и со временем они снова полюбили друг друга. В конце концов им все же удалось быть вместе. Как видим, Тану Тун, дочь Тансана и Сяову, вернула свою истинную личность и имя, а также уже покинула клан Чистого Неба. Куда именно, Нютянь и Тайтань не сказали Хуи Хао. Это означает, что Тану Тун официально пробудилась и отправилась в Академию Шрека. Увы, Хуи Хао пока об этом не знал и встретит Тану Тун лишь позже. Напишите в комментариях, ждете ли вы официального появления Тану Тун. Но пока что встречи Хуи Хао и Тану Тун нам не видать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.